Какая первая мелодия начинает играть в вашей голове при упоминании словосочетания саундтрек Assassin's Creed? Почти наверняка вот это. И знаете, что самое интересное? Данная музыка мало того, что изначально вообще не задумывалась как главная тема Assassin's Creed, так еще и была использована авторами, вообще не имевшими к ней никакого отношения от безысходности, потому что музыка серии умерла. Умерла, чтобы родиться заново, и этот цикл повторился несколько раз. Но куда важнее другое, музыкальная идентичность самой первой части франшизы задала тон всей серии, была уникальной и не похожей ни на что, и была убита собственным создателем. Разросшаяся до почти 2 десятков игр серия Assassin's Creed главные свои инновации привносила не столько геймплеем и открытым миром, сколько саундтреком. Все, что делали композиторы Assassin's Creed на протяжении многих лет, это музыкальные мини-революции, которые почти никто не заметил. И положил этому началу всего один единственный человек. Но давайте начнем с истоков. Нет, не с этих, до них мы еще дойдем, а с самой первой игры. Выпущенная в 2007 году, Assassin's Creed изначально задумывалась креативным директором Патрисом Дезире как продолжение Prince of Persia The Sands of Time. Об этой серии, кстати, у меня есть отдельное видео. Прототип продолжения Песков Времени получил название Prince of Persia Assassin и смещал фокус в сторону охраны молодого монарха. Слэшеры и акробатика должны были уступить место скрытности и реализму. Игра делала акцент на выслеживании цели, на стелсе, а в ее основе должна была лежать не только историческая достоверность, но и большой пласт мистики и, что самое важное, фантастики. Связать эти элементы воедино казалось полнейшим безумием, и опираться было почти не на что. Команде разработчиков нужно было создать продукт, уникальный во всем. А значит, все композиторы из обоймы французской компании тех лет не подходили для такой важной задачи. Нужен был кто-то со стороны, кто-то со свежим взглядом, но еще и с опытом. Именно так Ubisoft решилась на эксперимент. Пригласить к написанию саундтрека человека, который готов рисковать. К тому же он имел отношение к тому самому почти и когда-то создал музыку для подобного проекта. Так в команду попал автор саундтрека серии Hitman, датский композитор Еспер Кид. Со мной связались продюсер игры Джейд Реймонд и Патрис Дезиле, и я отчетливо помню, как они показали мне концепты, а я просто не мог поверить в их амбициозность. Я не мог поверить, что такое вообще возможно. На тот момент, кажется, нельзя было найти никого лучше для этой роли, ведь Hitman во многом исповедовал все те же принципы, что и Assassin's Creed. Тоже методичное выслеживание цели, изучение окружения, стелс в толпе, но самое главное, Assassin's Creed — это в первую очередь научная фантастика. В лоре Hitman тоже было что-то похожее. Вся эта история с клонами и выведениями идеального киллера. Именно этот опыт при работе с Assassin's Creed развязал Киду руки и подарил нам один из лучших саундтреков, где наряду с дальневосточными мотивами порой играла мощная электронная музыка. Почти что техно. А главная тема самой первой игры звучит и вовсе как начало любого научно-фантастического произведения, чем, по сути, она и является в своем сердце. Интересное сочетание хорового пения, совмещенного с ритмами Востока, с вкраплением фортепианных партий и этническими инструментальными оттенками. Все это придает музыке вневременной характер. Assassin's Creed 1 была сложной игрой, потому что во многом мы были первыми, и по мере того, как я писал музыку, менялась и сама игра. Но лишь собирая все вместе, команда действительно понимала, какой проект у нее получается. Кид проделал отличную работу по выбору конкретных музыкальных инструментов, чтобы отобразить индивидуальность каждой локации в игре. Дамаск, Акра и Иерусалим — 3 совершенно разных города с разным настроением и нравом. Лаборатории Абстерго стерильные, холодные, и даже солнце, наполняющее испытательную камеру, будто бы не дает выглянуть наружу, оставляя героя наедине с собой и немногочисленными учеными. Оттого и музыкальный фон тут — это почти всегда лишь тишина. В противовес всему остальному, тема анимуса — это по сути 9-минутный атмосфернейший саундскейп, переходящий со временем во все больший звуковой диссонанс, где вокал почти отсутствует, оставаясь лишь полунамеком.
Этот трек вообще отдает духом рейв-вечеринок, которые так любил посещать Еспер Кид в молодости и которые очень сильно повлияли на формирование его музыкального стиля. Порой, если включить музыку первой части Assassin's Creed, не зная контекста, вообще сложно будет догадаться, что это игра об эпохе крестовых походов. Смешение стилей, идей и жанров – вот настоящий саундтрек Assassin's Creed. Музыка столь же прорывная, как и сама игра. Местами неуклюжая, но все же уникальная и самодостаточная. Я помню, как в год выхода проекта на рубеже консольных поколений за всем масштабом настоящего Next Gen музыка просто затерялась на фоне прорывной игры от той старой Ubisoft, что не боялась рисковать. Электронный и технологичный, но в то же время исторический саундтрек подчеркивал уникальность зарождающейся серии. Оказавшийся крайне удачным эксперимент обязан был получить продолжение, которое обязано было стать лучше во всем. Уникальная игра, получившая популярность, не имела никакого иного выхода, как стать более массовой. Если Assassin's Creed 1 эксперимент, то вот ее продолжение уже игра для всех. А значит, и экстраординарный саундтрек нужно было менять, уничтожив все старое. Вся трилогия приключений Эцио, Ezio Auditore! с музыкальной точки зрения, это одновременно и смерть уникального стиля первой части, и рождение чего-то нового и прекрасного. Тут Кид движется в более авантюрном направлении, добавляя симфонические и хоровые компоненты к разнообразному набору акустических инструментов. К примеру, Earth, где красивый женский вокал в конечном итоге превращается в пульсирующую экшн-музыку. Эта концепция повторяется и в следующих треках. Ударные, похожие на рок-ритмы, двигают музыку вперед, в то время как красивое, мелодичное звучание дополняет картину и делает произведение Кида крайне разноплановым. Но наверняка вы уже услышали знакомую мелодию. Да-да, тот самый трек, что сейчас является главной темой Assassin's Creed, протянут лейтмотивом через всю партитуру. К ней мы еще вернемся и не раз, но самое важное, что именно в трилогии об Эцио она используется с максимальным знанием дела. Тема семьи Эцио звучит именно тогда, когда речь заходит о важных для героя вещах. Наша жизнь прекрасна, брат. Великолепно. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. Во время написания для меня это была просто обычная музыка, лишь часть общей картины. Ее плюс в том, что ее легко воспроизвести и запомнить. Она по сравнению со всем остальным максимально незамысловата. Тема была навеяна потерей семьи в сочетании с обстановкой эпохи Возрождения. Эта композиция создана для отражения эмоционального состояния героя. Если бы кто-нибудь подошел ко мне тогда и сказал, эта музыка станет культовой, то я бы просто не поверил. Равно как и вся трилогия об Эцио задумывалась как единое произведение с точки зрения сюжета, точно так же и музыка композитором создавалась с прицелом на развитие. Каждый последующий жизненный этап героя — это нечто новое. В Brotherhood музыка стала не просто атмосферной прокладкой, а активным участником повествования. Это не столько эволюция, сколько трансформация, переход от молодой, эмоциональной и дерзкой симфонии Assassin's Creed 2 к более мрачной, сдержанной и зрелой партитуре Brotherhood. Здесь Еспер Кид не просто продолжает музыкальную линию, начатую в прошлой части, а делает шаг в сторону аудиодрамы, где звук уже не фон, а голос эпохи. С первых минут Brotherhood ясно, сказка закончилась. На смену юношескому задору Эцио приходит усталый, но решительный взгляд взрослого мужчины. Этот переход блестяще подхватывает трек Master Assassin. Энергичный и ритмичный, но уже не авантюрный, а расчетливый. Барабаны здесь звучат как боевые марши, женский вокал сменился более дерзким, и это уже клич к оружию, а электроника, все так же остающаяся важной частью саундтрека, внутренняя тревога, не покидающая героя. Это уже не симфония приключений, это история загнивающего Рима. Темп музыки замедляется, становится вязким и гнетущим.
City of Rome, трек, построенный на контрастах. В нем нежный женский вокал соседствует с низким пульсом баса. Гитара с глухим эхом электронных инструментов — это музыка города, в котором красота постепенно уступает место разложению. Вся партитура словно заряжена этим настроением, она тягучая, почти церемониальная, иногда это звучит будто похоронный марш некогда великой цивилизации. Echoes of the Roman Ruins и Roman Underworld — два наиболее атмосферных трека. В первом звенят колокола, звучат голоса эпохи Возрождения, словно доносящиеся сквозь века, а во втором мягкая электроника и вокал шепчут прямо в уши, создавая ощущение, словно игрок бродит по древним катакомбам. Именно в Brotherhood проявляется важная особенность Еспера Кида — минимализм. Композитор отказывается от ярко выраженных тем, отдавая предпочтение музыкальным текстурам, что ли. Это делает саундтрек менее запоминающимся в отрыве от игры, но гораздо сильнее привязывает музыку к атмосфере. Но даже во всей этой мрачности есть свет. The Pantheon — трек, в котором темная электроника сочетается с почти сакральной тишиной. А Villa Under Attack словно музыкальная реконструкция битвы. Ритм разгоняется, подстраивается под происходящее на экране. Синтетические ударные сливаются с оркестровыми вставками, отражая все нарастающее и нарастающее напряжение. Еспер Кид создал партитуру, в которой романтика осталась в прошлом, а впереди лишь борьба. Это музыка взрослого мира, где идеалы уступают место стратегиям, а чувства — долгу. Именно с Brotherhood Assassin's Creed перестала быть просто серией игр и начала превращаться в настоящую сагу. И мне кажется, я точно знаю, где именно началась эта трансформация. Трек Countdown. Тут все нити сошлись воедино: и ноты эпохи Возрождения, и электроника, и рейвовые сэмплы, и обратный отсчет, неминуемо приближающий нас к финалу истории Ezio. Assassin's Creed Revelation — это последний аккорд целой эпохи. И если сама игра стала в какой-то мере прощанием с Эцио, то музыка Еспера Кида — это прощание с целой эстетикой, которую он выстраивал и менял годами. В Revelations он словно подводит итог всему, что создавал до этого. Восточная экзотика, европейская классика, симфония, электроника, эмбиент — все это возвращается, но уже не как отдельные элементы, а как собранная в единую структуру партитура. С первых нот становится понятно: мы в Константинополе, но не на туристической открытке, а в настоящем шумном живом городе. Кид использует восточные инструменты не как экзотику, а как основу звучания. Потому что город не просто место действия, это персонаж истории. И музыка знакомит нас с ним лучше любого синематика. Важно отметить, что темы семьи Эцио в привычном виде тут практически нет. Она была важна в моменте, и Кид это понимал. При этом изменилась тема героя. Теперь это мелодия человека, который слишком много повидал. В Crossroads of the World впервые появляется ощущение возраста. Эцио устал, и музыка как бы устала вместе с ним. Мелодия впервые не бежит вперед, а оглядывается назад. Это ощущение пронизывает весь саундтрек Revelations. В многочисленных экшен-композициях как будто бы собраны воедино все фрагменты прошлого героя. В них слышно и золото Флоренции, и холод умирающего Рима.
Перкуссия уже не бьет с юношеской яростью, она звучит как будто ритуальная музыка. Восточные мотивы не искрятся как задор молодого Альтаира, а дрожат словно голос старого учителя. Даже в боевых треках нет погони и спешки, есть только неизбежность и принятие. Revelations — это не только прощание с героем, но и прощание автора со своим творением, которое, впрочем, окажется не окончательным. Однако на тот момент Еспер Кид должен был отдать серию в надежные руки и, словно Эцио, сформировавший братство ассасинов, передать бразды правления новому лидеру. Им стал Лорен Балф, который присоединился к Есперу для написания музыки к Revelations. Его участие привносит кинематографичную глубину, особенно в композициях Road to Masyaf и Son of Umar. Но самое важное, что ему удалось, это привлечь Мэдалин Белл. Ее голос будто символизирует все, через что прошел Аудиторе. И когда голос слышен на фоне виолончели и затухающей электроники, звучит это просто волшебно. При этом не обошлось без экспериментов. Die by the Blade и The Pursuit — настоящие гимны отчаянию и мужеству. Особенно эффектно здесь работает, кажется, впервые в серии контрабас. И самое важное — это ощущение завершенности музыки. Саундтрек Revelations не задает вопросов, он подводит черту. Enough for One Life, Altair and Darim, София Старатор — это не просто треки, это финальные сцены большого романа. И каждый из них звучит как последняя глава. Revelations стал моментом истины для Еспера Кида. Он собрал все, чему научился за годы работы над серией, и превратил в музыкальное прощание. И его стоит услышать не потому, что он громкий, а потому, что он тихий. И в этой тишине слышно все. Еспер Кид оставил серию на долгие годы и сделал это на высокой ноте, так что перед Лореном Балфом стояла непростая задача — сделать что-то новое с чистого листа. Assassin's Creed 3 стал таким новым началом. Серия впервые зазвучала иначе, и это было не случайно, ведь на смену европейской изысканности пришла американская революция. Грубая, неотесанная, но по-своему красивая. С первых нот ясно, мы в новом свете, и этот саундтрек уже не про стиль, он про конфликт, про внутреннюю борьбу, про поиск своего пути. Балф будто бы говорит: забудьте все, что слышали до этого, здесь начинается новая история. Тема Коннора не такая хрупкая, как у Эцио, и не такая загадочная, как у Альтаира. Она тяжелая, будто бремя, которое он на себя взвалил. Эта игра не только про месть и героизм, она еще и про долг, про жертвы, сделанные ради будущего, которое не факт, что наступит. Экшн-композиции Assassin's Creed 3 агрессивны, это не танец на крышах, это музыка поля битвы. Здесь нет места изяществу, только удары, только сила, и все же даже в этих треках Балф умудряется вплетать культурные отголоски. Использование духовых инструментов коренных народов Северной Америки в ключевых сценах добавляет аутентичности и символизма. Эта музыка — хроника целой эпохи, и подобный подход к созданию саундтрека будет использоваться во всех играх серии после. Из, казалось бы, безвыходной ситуации Лорен Балф нашел очень изящный выход. Но и корни серии «Наследие Кида» забыто не было. Не так бездарно, как в некоторых играх после, где тему семьи Эцио начали пихать даже в меню, лишь бы была. Не забыта именно электроника, которую так любил Еспер Кид. Сцены в настоящем — это отдельная музыкальная история, где Балф отпускает оркестр отдохнуть и дает волю синтезаторам. Это крутейшая музыка для научной фантастики. Холодная, тревожная, безысходная, и в то же время она логична, она органично вплетается в нарратив о конце света, что приближается с каждой секундой. Ну, не так уж плохо. Ты, наверное, Десмонд. Не совсем то, что я ждал,
У вас там с кадрами не ахти, полагаю. Ты кто? Отца спроси. Дай мне это. Не дам. В Assassin's Creed 3 и Valve, и сама серия делает шаг в сторону взрослого, тяжелого, если хотите, политического триллера. Это уже не баллада о романтике убийц эпохи Ренессанса, это драма и трагедия. А музыка здесь — сердце всего. И если Кит достойнейшим образом завершил историю Альтаира и Эцио, то Valve не менее достойно поставил точку в жизненном пути Дезмонда в настоящем времени. Нарративно не все игроки приняли в финал главного на тот момент героя саги, но вот с точки зрения музыки все отработано было идеально. Хотя и этому саундтреку пришлось умереть. Assassin's Creed Black Flag развивал идею пиратской тематики, что уже проскальзывало в третьей части. Это отличная игра, не поймите меня неправильно, но мне кажется, все же серия свернула немного не туда. Завершив историю Дезмонда и его предков, перед Ubisoft встала задача продолжить сюжетную линию без главных героев. И разворот оказался уж слишком крутым. Чем больше серия становилась развлечением для всех, тем больше музыка теряла свое лицо. Саундтрек здесь хороший, даже местами отличный, но вместо оркестровой тяжеловесности Лорна Балфа нам предлагают дерзкий и местами даже грубый саундтрек Брайана Тайлера. С первых нот заглавной темы Тайлер дает понять, романтика здесь будет пропитана ромом и дымом пушек. Это уже не гимн братству, как, собственно, и сама игра. Это музыка одиночки, который не боится ни закона, ни морали, и она идеально ложится на образ Эдварда Кенуэя. Тайлер не ищет изысканности, он рисует широкий мазок эпохи. Саундтрек Black Flag местами вообще напоминает «Пиратов Карибского моря». В этом пиратском буйстве есть место и для лирики, и именно такие треки делают из персонажа Эдварда не просто авантюриста, а человека. Да, музыка качественная, но слишком однообразная, однако самое печальное, вы ведь тоже уловили это, да? Музыка впервые не уникальна. Она начала напоминать другие произведения. Примерно в это время Ubisoft начала выпускать какое-то нереальное количество ассасинов на всех возможных платформах, а количество очень редко переходит в качество. С точки зрения единого лора это все больше путало игроков, и серии стало все сложнее сохранять единый стиль, что в дальнейшем лишь усугубилось, хотя Freedom Cry, дополнение к Black Flag, все еще держал марку. Музыкально это, пожалуй, самый эмоционально заряженный проект во всей франшизе, и заслуга в этом полностью принадлежит снова изменившемуся композитору Оливье де Ривьеру, автору музыки Alone in the Dark и Remember Me. С первого же трека становится ясно, это история про боль, рабство и борьбу. Вокал, уходящий корнями в традиции Гаити, сливается с оркестровыми партиями, композиции держат в напряжении. В них нет откровенных мелодий, нет ярких тем, но есть атмосфера. Гитара, перкуссия, струнные, все звучит как воспоминание о боли, передаваемой от предков. Но самое важное — это вокал. Тут звучит мужской хор, и звучит он так, будто поет не ради искусства, а потому что иначе нельзя. Де Ривье использует не просто звук, а культурную память народов, и делает это с невероятной деликатностью. Композитор сделал шаг в сторону документального высказывания. Это, возможно, самый честный саундтрек Assassin's Creed. При этом Freedom Cry был не первой игрой, где поднималась проблема рабства на североамериканском континенте. Assassin's Creed Liberation, саундтрек которому написала уже Винфред Филлипс, представляет собой сложное музыкальное полотно, отражающее культурную идентичность главной героини Авелины де Гранпе. Будучи дочерью французского аристократа и африканской рабыни, она воплощает собой слияние двух миров, что нашло отражение в музыке. Филлипс искусно сочетает элементы французского барокко с афроамериканскими ритмами и инструментами, такими как балафон, калимба и джембе. Очень надеюсь, что я произнес это правильно.
Это музыкальное слияние подчеркивает внутренний конфликт и богатство культурного наследия. Особое внимание уделено аутентичности. В саундтреке использованы записи настоящих африканских барабанов, а также элементы креольской и фольклорной музыки, что усиливает ощущение исторической достоверности и погружение в атмосферу Нового Орлеана XVIII века. И пока далеко не ушли от небольших спин-оффов, давайте обсудим саундтрек Assassin's Creed Chronicles. Тут у нас путешествие через сразу три эпохи: Китай 16 века, Индию 19 и революционную Россию начала 20-го. И отвечали за музыку в них, что логично, три композитора: Марк Резерфорд, Крис Джоли и Аарон Миллер. И вот именно тут схема начинает сбоить. Да, каждая эпоха в игре звучит аутентично, но в рамках индустрии не предлагает ничего нового. Напротив, у музыки нет собственного лица. Более того, уже в самой первой части Хроник из ниоткуда всплывает тема семьи Эцио. Причем звучит она тут крайне не к месту, просто потому что. В Chronicles India ситуация чуть лучше, бог с ним, что опять используют тему семьи Эцио не к месту. Сам саундтрек хотя бы отражает богатство индийской музыкальной традиции. Музыка передает напряжение и драму событий, происходящих на фоне англо-сикхских войн. Но опять же, особой уникальности во всем нет. Местами при этом от музыки легко словить вайбы Prince of Persia: The Sands of Time и The Two Thrones. Одновременно это и плюс, и минус. Больше всех, пожалуй, выделяется Chronicles Russia, что предлагает более мрачную и индустриальную звуковую атмосферу, которая соответствует революционному периоду. Здесь используются элементы народной музыки и современные звуковые эффекты, создавая ощущение тревоги и неопределенности. Но одновременно с этим тут больше всего проблем. Почти каждый трек — это аранжировка семьи Эцио, порой с бездело мычащими мужиками на заднем фоне. Да, выбор единого лейтмотива под трилогию Хроник — решение верное. Это придает истории большую целостность, но что мешало сделать свою версию главной темы и проводить ее через эпохи? При этом, что у самой трилогии все для этого есть. Она скатывается во все большую мрачность и безысходность, но тема Ezio's Family не об этом. Так что саундтрек тут получился, увы, совсем, на мой взгляд, безликим. Возвращаясь к основным играм серии, нужно дать немного больше контекста. Assassin's Creed Rogue и Assassin's Creed Unity выходили на рубеже консольных поколений. И если первая завершала историю ассасинов времен Американской революции на PlayStation 3 и Xbox 360, то вот вторая начинала новую главу, рассказывая историю уже революции французской на PS4 и Xbox One. Rogue и Unity — это две противоположные по тону игры. В Rogue композитор Элица Александрова создает партитуру холодную и сдержанную, как северные воды, по которым курсирует Шей Патрик Кормак. Музыка здесь про одиночество и предательство. Главная тема не столько героическая, сколько в какой-то степени трагичная. И куда же мы держим курс, Шей? Пора поговорить с учителем. Не находишь? Как мудро, капитан, как мудро. Rogue, как до этого и третья часть, должна была завершить главу, однако у нее было огромное преимущество. Имея на руках Unity, можно было легко передать эстафету и перекинуть мостик между эпохами. Она начинает создавать преемственность. В саундтреке Rogue все так же присутствуют морские баллады на манер Black Flag. Но здесь они звучат не как гимны свободе, а как будто бы эхо прошлого, в котором больше не осталось ничего. Unity, напротив, громкая, амбициозная. Здесь сразу два композитора — Крис Тилтон и Сара Шахнер. Тилтон адаптирует старые приемы еще времен Еспера Кида, пытаясь выстроить преемственность и объединить саундтрек в единый музыкальный канон. Особенно это заметно в треках Unity, Leap of Faith и Welcome to the Brotherhood, где старая тема адаптируется под новый оркестровый язык.
Однако, несмотря на техническое мастерство, Тилтону не всегда удается извлечь максимум из культурной эпохи. Моцарт, Бетховен, Версальский собор — отличные, казалось бы, ориентиры, но все это остается лишь легким намеком. Тилтон пишет красивую музыку, однако избегает культурного богатства эпохи, в которой происходит действие. Зато партитура Шахнер, напротив, как глоток свежего воздуха, как и сама французская революция. Особенно хороши треки, где музыка с историческим подтекстом встречается с электроникой и боевыми ритмами. Это смелое и уникальное сочетание, придающее Unity свое лицо. Шахнер осознанно работает с историческим контекстом, превращая тему революции в музыкальный театр. А мрачные ноты лишь добавляют драматизма. В композициях вроде The Nation, The Law and The King чувствуется настоящая завершенность, а в Committee One, посвященной Робеспьеру, сочетаются духовые, клавесин и зловещие ноты, превращающие трек в портрет настоящего фанатика. Unity и Rogue — две истории про конец и новое начало, а где-то между ними стоит тема Ezio's Family, окончательно утратившая свой первоначальный смысл и ставшая чем-то большим, гимном всей серии на годы вперед. Но музыкальные революции на этом даже и не думали заканчиваться. Have fun. Don't die. Assassin's Creed Syndicate привел в серию, пожалуй, одного из лучших композиторов своего времени. Остин Уинтери, известный по уникальной музыке к игре Journey, о которой на канале я уже рассказывал, подошел к Syndicate не как к историческому боевику, а как к театральному представлению. Его партитура — это симфония Лондона 19 века, где каждая мелодия отражает пар фабрик, шум улиц и элегантные балы. Что уж говорить, главная тема, Bloodlines, была выпущена еще до релиза игры и сразу стала событием. Уинтери не цепляется за старое, он не перепридумывает Assassin's Creed, а создает новую линию, которая вплетается в существующую мифологию. Мелодия проста, но благодаря ее вариациям на протяжении всего произведения она превращается в музыкальную ось игры. Композиция Family снова, однако, отражает в себе тему Эцио, и это, на удивление, саундтреку дико идет. Все-таки тема семьи в игре имеет довольно большое значение. You know, Jacob Fry, you might just be right. Then shall we? Yes, let's. Onward to London. Музыкальный язык Syndicate — это струнные. Виолончель Тины Гуо становится главным голосом игры. Невероятно мощным голосом. Такое ощущение, что Уинтери дает струнам полную свободу, что саундтрек — это чуть ли не полнейшая импровизация. В каждом произведении слышно, что Остин не просто композитор, а человек, мыслящий категориями формы музыки. Здесь сражение не война, а танец, убийство не жестокость, а драма, и это восхитительно на самом деле. Особая изюминка — вокал. Он появляется лишь в паре треков, но это вполне себе в духе серии, где вокал всегда служил украшением. В Syndicate благодаря Остину Уинтери музыка не фон, это структурный элемент геймплея, но самое важное — атмосферы и истории, и в этом ее уникальность.
Assassin's Creed Origins стал очередным перезапуском серии не только по части геймплея, но и по части звучания, а также ознаменовал эпоху возвращений уже зарекомендовавших себя композиторов. Перемещаясь в далекое прошлое, в Египет времен Птолемеев, игра предлагает не просто саундтрек, а целую музыкальную, если хотите, археологию. Композитор Сара Шахнер из Unity и Black Flag здесь получила полную свободу и превратила Origins в медитативную оду пустыни, мифам и происхождению всего. Саундтрек не стремится быть навязчивым, он будто бы растворен в пустынном ландшафте. Музыка звучит, я даже не знаю, как правильно описать, словно не поверх изображения, что мы видим, а как бы изнутри него. Она пропитана песком, ветром, дыханием гробниц, историей храмов. С самого начала, когда главный герой Bayek спускается в темную гробницу, звучит не привычный оркестр, а глубокие, теплые синтезаторы. В этой музыке есть что-то от Еспера Кида, особенно в ее медитативной структуре и стремлении к амбиентной атмосферности. Но Шахнер не повторяет. Вместо узнаваемых мотивов она создает звуковую среду, где даже тишина – часть музыки. Особенно интересно звучит синтез древнего и современного. Шахнер записывала все партии на этнических инструментах самостоятельно, а затем обрабатывала, добавляя дисторшн и искаженные реверберации. Это особенно отчетливо проявляется в темах, сопровождающих путешествие по Египту. Музыка почти не работает по традиционной схеме боевая, тревожная, сюжетная. В Origins она не описывает действие, скорее она передает мотив места этого действия. Пожалуй, самая узнаваемая часть — это редкие, но точечные появления темы Эцио. Она здесь не доминирует, а проскальзывает как эхо. Саунд-дизайн именно здесь как нигде более работает в связке с саундтреком. Когда Байек едет верхом через пустыню, а на заднем плане звучит тонкая, почти незаметная перкуссия, это словно музыка самого ветра. Шахнер удалось невозможное — сделать саундтрек, который работает 40 часов и не надоедает. Ее композиции не повторяются, они развиваются. Это не треки, а состояние мира и героя, иногда мрачные, иногда завораживающие, а иногда красивые. Assassin's Creed Origins — это история о начале и о том, как даже тишина может быть самой выразительной мелодией, если ее удастся услышать. Следующая часть Assassin's Creed Odyssey подарила еще одно возвращение — The Flight, дуэт Джо Хэнсона и Алексиса Смита. Я намеренно не упоминал, что именно они работали еще над Black Flag, а конкретно над довольно атмосферными треками к мультиплееру проекта. Только вдумайтесь, The Flight провели более 1,5 лет, погружаясь в мир Древней Греции, создавая для каждого региона и фракции уникальную музыкальную палитру. Их задача была не просто стилизовать музыку под античность, а адаптировать ее к масштабной, насыщенной и разнообразной игровой структуре Одиссеи. Было потрясающе вернуться в мир Assassin's Creed. Нам было поручено создать всю музыку целиком. Учитывая, что игровой процесс длится около 100 часов, это было крайне непросто. The Flight использовали реплики древних инструментов: лиры, свирели, цимбалы, бузуки и целый арсенал перкуссионных приспособлений, названия которых я точно не выговорю. Музыка Одиссеи структурирована географически. Каждый биом — Афины, Спарта, острова Эгейского моря и так далее — получил свою звуковую тему. Например, Афины озвучены благородными и чистыми тембрами, подчеркивающим интеллектуальное и культурное величие региона.
тогда как Спарта, в свою очередь, звучит более сурово, с тяжелыми перкуссионными ритмами и низкими струнными, что передает воинственную сущность местного населения. В сельских районах звучат более наивные песенные мотивы, часто в сопровождении пастушьих флейт. Такое распределение позволило игроку интуитивно чувствовать различия между культурами, даже если он просто путешествует по карте. Забавно, что главная тема игры родилась почти спонтанно. Наша основная композиция была написана очень быстро. Однажды утром мы просто начали джимовать, и через час она была в значительной степени написана. Именно ради таких волшебных моментов мы все и делаем. Дуэт композиторов имел почти полную творческую свободу, за исключением одного момента. Мы были полны решимости сделать что-то свое, потому что не часто возвращались к прошлому. Исключением из этого правила стал случай, когда Ubisoft попросил нас сделать версию семьи Эцио в стиле Одиссей. Мы послушали, как все остальные воспринимают это всеми любимое произведение, от оригинала Еспера Кида до версии Сары Шахнер. В основном это было сделано для того, чтобы убедиться, что мы движемся в верном направлении. Интересно, что композиторы отказались от привычной для серии звуковой мозаики и вместо этого создали музыкальное пространство, полностью вшитое в геймплей, ровно так, как это сделала Сара Шахнер в Origins. Благодаря грамотной стилизации и отличному саунд-дизайну, как мне кажется, мир Древней Греции и ощущается здесь таким живым, но это было лишь разминкой перед настоящей музыкальной бомбой. В Assassin's Creed Valhalla объединились одни из лучших композиторов серии. К работе над музыкой франшизы вернулся Еспер Кид в компании Сары Шахнер. Для убийственного комбо не хватало разве что Остина Уинтери, но и без него получилось просто великолепно. Команда композиторов, к которой присоединился Эйнар Селвик, создала один из самых узнаваемых и эмоционально насыщенных саундтреков всей серии. Это путешествие викингов через холодные фьорды, туманные земли Англии и мифологический Асгард не просто обрамлено, а пронизано уникальным музыкальным языком. Как и в Origins, Шахнер снова нашла баланс между исторической аутентичностью и современным звучанием. Только на этот раз она нырнула в еще более суровую первобытную атмосферу. В ее распоряжении оказалась целая коллекция редких инструментов. Например, Карникс. Это древний рог, сделанный, из головы кабана. Викинги даже в плане инструментов были настоящие хардкорщики. Как отмечала сама Сара, создание звуковой палитры — это нелинейный процесс, это импровизация, перезапись, искажение и сэмплирование. Один и тот же Карникс, скажем, может сначала звучать как боевой клич викингов, а затем как нечто неземное в Асгарде благодаря обработке. Шахнер уделила особое внимание построению атмосферы, как звучит тишина в лесу, как шумят барабаны в походе, как скребет смычок по струнам, имитируя тяжелую поступь. В Wave Walker можно услышать, как звук рога постепенно понижается, будто мы погружаемся в пучину морских глубин. Ну а вокал Эйнара Селвика поднимает музыку до уровня мифов. Это не просто саундтрек, а ощущение, будто ты сам сидишь у костра в мире снов и слушаешь древние легенды. Ну и Кид, как всегда, на высоте. Его почерк слышен сразу: глубокие мелодии, напряженные пульсации, медленное развертывание тем, сэмплирование. Наконец-то, спустя много лет и почти десяток игр, композитор отталкивается не только от эпохи, но и от идеи анимуса, симуляции прошлого.
Кид делает то, что серия утратила. Акустика перерабатывается, синтезаторы фильтруют звуки, создавая ощущение чего-то нереального, но знакомого. Особенно это слышно в Kingdom of Wessex, любимом треке из Вальгалла, по признанию самого Кида, где снова появляется голос Мелиссы Каллан, ранее исполнявшей вокальную партию Ezzo's Family. Шахнар, в свою очередь, уделила внимание каждому биому, каждому музыкальному жесту. Даже в самые мирные моменты можно услышать, как музыка работает с окружением. Музыка мифического Асгарда и Хельхейма — отдельная история. Здесь саундтрек превращается в симфонию, искаженные тембры, переливчивые вибрации, тонкие вокальные линии. Ты словно слышишь дыхание древних богов. Вальгалла, благодаря Киду и Шахнар, показывает, что Assassin's Creed — это уже не просто история про наемных убийц, это эпопея, миф, это легенда. И музыка здесь играет ключевую роль, создает настроение, подчеркивает эмоции, помогает поверить в происходящее. Композиторы создали мощный симбиоз культур и эпох. Но, как и раньше, после такой высокой точки стало не совсем понятно, куда двигать музыку дальше, ведь лучше уже, кажется, сделать невозможно. И на самом деле выход был найден очень элегантный. Assassin's Creed Mirage стал попыткой вернуться к корням серии, к стелсу, компактности и медитативному темпу первых частей. Новый композитор франшизы Брэндон Ангелидис, известный как электронный музыкант Эскмо, оказался очень подходящим на эту роль. Без опыта в геймдеве, но с огромным чувством звуковой формы, он создал один из самых самобытных саундтреков, в котором музыка, как и в первой игре, звучит как нечто большее. По словам Брэндона, он сознательно избегал влияния предыдущих частей. Вместо этого он собрал палитру из подлинных инструментов 9 века, записывая на них музыкантов из Ирака, Египта, Палестины, Туниса и Испании. Главная тема Mirage — это вообще мини-история, сжатая в 3-минутный трек. В ней и тема Басима, главного героя, и интонации Востока, и ощущение внутренней борьбы, что еще отразится в сюжете. Ангелидис признается, что стремился показать весь путь героя одним музыкальным полотном, от уличного вора до мастера скрытности за несколько минут. Эта композиция стала саундтреком к возвращению Assassin's Creed, меланхоличным, утонченным, но цепляющим. Интересно, что значительная часть треков ориентирована не на кат-сцены, а на фоновую динамику. Музыка, по мнению композитора, должна быть уместна в любой момент, в бою, в исследовании, в прогулках на базаре. Поэтому Ангелидис проектировал композиции как гибкие, многослойные текстуры, что могли бы менять форму, но при этом оставаться узнаваемыми. Здесь нет оркестрового пафоса Odyssey, нет кинематографических масштабов Вальгалла. Саундтрек ближе к дыханию города. Он живет, как и в самой первой части Assassin's Creed. Это снова игра про тень, про уединение и про город как основу для музыки и героя повествования. Это очередная перезагрузка для саундтрека, очередное новое начало. В Assassin's Creed Shadows снова возвращается композиторский дуэт The Flight, однако музыкальная концепция Shadows усложняется уникальной особенностью игры. Впервые в серии игрок может управлять двумя кардинально разными героями. Синдикат не в счет, там близнецы Айви и Джейка все-таки были слишком похожи. Тут под управление дается скрытая ниндзя Наоя и могучий самурай Ясуке. Этот дуализм потребовал от The Flight создания двух саундтреков вместо одного. Для Наоэ была выбрана цубибуэ, глиняная флейта, звучание которой лежит в основе ее лейтмотива. Простая детская по интонации мелодия отражает ее прошлое и семейные узы, напоминая в чем-то колыбельную.
Но по мере того, как Наоэ становится мастером скрытности, музыка наполняется напряженными перкуссионными ритмами и даже скрытым вокалом, как будто бы мы слышим мысли героини. Эти фрагменты не только передают напряжение, но и создают ощущение абсолютного контроля. Наоэ не прячется, она охотится. В противоположность ей музыка Ясуки тяжела, медлительна, насыщена искаженными тембрами и теплой оркестровкой. Каждая тема была написана как своеобразный сюжетный набор. Все от походки героя до освещения сцены становилось поводом для музыкального исследования. Несмотря на богатое звучание традиционных японских инструментов, композиторы подчеркивают, Assassin's Creed — это научная фантастика, а не исторический симулятор. Поэтому все записи в лучших традициях обрабатывались, фильтровались, деформировались, превращаясь в гибрид прошлого и будущего. Наконец-то тема анимуса стала проникать не только в музыку Еспера Кида. Звук Shadows балансирует на грани. С одной стороны, историческая точность, обеспеченная сотрудничеством с музыкантами из Японии, а с другой — гиперстилизованная, местами авангардная поп-музыка, вдохновленная, по собственному признанию The Flight, Wu-Tang Clan, японским психороком и даже аниме. Why have we stopped? What are you waiting for? Attack! Attack! The Flight хотели, чтобы основная тема Assassin's Creed Shadows стала саундтреком, каждая нота которого могла бы рассказать эмоциональную историю. И, как мне кажется, у них получилось. Музыка Shadows сильно отличается от всего того, что было раньше, но это и неплохо. В отличие от повторяющихся из игры в игру механик, музыка серии всегда шла на эксперимент. И даже если что-то не получалось, в будущем всегда наступало новое начало и новый рассвет, что дарил нам немало минут в окружении прекрасного саундтрека. Спасибо тем, кто поддерживает мой небольшой канал лайком и комментарием, а также подписавшимся на платных платформах. Там видео выходит чуть раньше, а также доступен дополнительный контент. Вы лучше всех. Увидимся.